Всем привет. Решил записать гайд для UFC 4, как его устанавливать, как его настраивать. Вот. Первоначально нам нужна сама игра. Вот она. Игру можно найти на зеленых сайтах. Ну, вы знаете, RoadTracker там, всякое прочее. Вот. Вот сама игра. Далее, что нам нужно? Нам нужен эмулятор. Эмулятор будет вот на этом сайте. Я вам его оставлю в комментариях. Этот способ не мой, я его не сам придумал, я его взял с англоязычного канала. На англоязычный канал я оставлю ссылку в описании, ссылку оставлю на Discord канал. Там тоже будут, грубо говоря, обновления вот этого всего, грубо говоря, сборок, исправлений, и как на Linux играть и так далее. Для начала нам что нужно? Нам нужны вот эти файлы. Вот файл, zip файл. Качаем его, получается. Сам эмулятор нужен сначала. Скачали эмулятор с исправлением для того, чтобы наш UFC 4 работал. Вот его распаковываем на рабочий стол. Вот они, два файла. Далее нам нужно будет старая версия самого шада, самого эмулятора, так как в новых эмуляторах нету функции распаковки игры. Вот, два файла, их нужно распаковать. В новых эмуляторах такой функции нету, к сожалению. Для этого нам нужно будет скачать, перейти в релизы. Это я тоже оставлю все в описании. Релизы. Так, релизы. Вот, релизы шада, самого шада. Переходим вот самый низ, листаем. Вот, нам нужна версия 0.7.0. Вот, дальше мы его скачиваем. Обратите внимание, нужно будет скачать не SDL, а QT. Вот, обратите внимание, случайно не скачать. Вот. Так, далее вот она установилась у нас. Ее тоже нужно извлечь будет. Излечим. Извлекаем ее на рабочий стол. Сейчас, секунду, еще раз. Просто так сделаю. Вот. 3 файла у нас есть. Уже половина пути. Теперь нам нужно саму игру распаковать. Запускаем старую версию шада. Далее мы создаем папку, где будет у нас сама игра будет лежать. Вот, допустим, создаем. Называем ее UFC 4. Вот. UFC 4. Выбрали папку. Окей. Вот сам эмулятор, вот так он выглядит. Старенький такой. Вот. Дальше нам нужно сами пакеты распаковать. Вот там в загрузках сама игра. Сначала мы распаковываем вот эту часть. Самую большую. 24 гигабайта. Вот. Потом пошла распаковка. Ничего не трогаем. Распаковывается. Да, она долговато распаковывается, но нужно ждать. Потому что сегодня я тоже читал в Discord-канале, люди жаловались, что застревает эта тема на 95% и все. А оно по факту не застревает, просто нужно ждать, чтобы оно загрузилось. Вот. После того, как загрузится это все, вот этот первый файл, нужно будет второй файл открыть, который на 8 гигабайт. Она уже побыстрее идет, она не идет так медленно, как тут. Вот. После этого нам нужно будет открывать уже новый эмулятор, новые версии. Перед этим, пока этот разгружается, смотрим дальше. Нам вначале нужна еще вулкан SDK, чтобы это все правильно все отображалось, не просто черный экран при входе игры, там сами же бойцы не отображались черными. Нам нужен вулкан. Вот сам вулкан. Устанавливаем его. Сейчас. Так, вот. Вот она 99. Вот она 99, 95 она зависает, и нужно, просто ждать. Ждите пока. Вот она
устанавливается. Дальше вот открываем вулкан. Сам вулкан. Дальше мы просто нажимаем далее, далее. Ничего не нажимаем вот тут. Тут соглашаемся с лицензией, установить. Все, оно устанавливается. Так. Вот оно все дальше грузится. Так, тут нажимаем да. Завершить. Тут пока ждем. Все, вулкан установили. Самое главное, вулкан не забудь. Вот, тут вулкан установили. Вот, game successfully installed. Все установлено, грубо говоря. Вот, мы видим 23 гигабайта. Но это еще не все. Нам нужно будет зайти сюда, обратно же, в папку, где у нас установлена игра, выбрать уже второй файлик. Патч, так называемый. Его выбираем. Также нажимаем ОК. Patch detected, game installed. Хотите вы ли установить патч? Вы нажимаете «Да, хочу». Сейчас быстренько все установится. Чтобы игру найти, добавить, вот открыть, добавить папку. Тут уже будет, выбираем папку, где у нас установлена сама игра, вот UFC 4. Так. Сейчас, ну-ка еще раз. Так, вот это тоже можно поставить галочку. А вот она еще раз. Выбираете директорию с игрой. Вот она. Вот. Вот она, появилась игра. Получается, что нам нужно дальше? Выбираем version. Дальше. Add custom. Добавляем кастомный билд. Так, переходим в рабочий ствол. Decode build. И вот сюда. Выбираем этот файлик. И называем как хотим, короче. Вот UFC 4. UFC 4. Тут самое главное выбрать не Qt, а SDL, как файл называется, короче. Вот. Версия добавлена. Нажимаем Install Selected. Версия установлена успешно. Это установлено успешно. Все. Потом вот она, галочка появляется. Используйте уже выбранную версию. Так, вот. Уже почти все, грубо говоря. Так, дальше. Заходим в Custom Configuration. Game. В настройки, грубо говоря, заходим в самой игры. Тут меняем Mailbox, меняем на новый Sync. Тут выбираем свою герцовку монитора. Хотите, например, у меня вот 200 Гц. У вас там 240, выбирайте 240, 144, 144 и так далее. Дальше Windowed оставляем. Тут можно FSR тоже оставить, по сути. Только вот я добавляю резкость 1.5. Вот. Дальше. Дальше это ничего не трогаем. Лог. Оставляем вот эту галочку. Здесь на синхронность. Тут что нам нужно? Enable Shaders Damping. Collect Shaders. Enable Crash Diagnostics. Вот это три галочки нам только нужно. Вот. Дальше ничего не трогаем, все нормально. Так, дальше. Дальше листаем вниз. Выбираем вот эту галочку. Linear Image Redbox. Тут самое главное вот это еще выбрать. Redbox Speed на Fast. Вам нужно выбрать Fast. Нажимаем Save. Самое главное убедиться, что это все выбрано. Так, да. Все правильно. Save. Так, теперь я подключу джойстик, чтобы показать вам, что все работает. Ну все, запускаем. Нажимаем на 2 раза. Вот оно уже запускается. UFC 4. Минус, то,
То, что она в эмуляторе, эта игра. То, что вот в карьере, в режиме карьеры, когда переходишь, цветные игроки. По сути, геймплей на это никак не мешает. Играть можно, по сути. Возможно, когда-нибудь это исправят. В быстрых боях, например, все хорошо работает. Вот, все, переходим сюда, тут принимаем. Так, вот. Вот игра запускается. Все хорошо. Так, пропустим. Пропустим, принять. Так, быстрое создание. Тут так, допустим. Сейчас, окей. Ай-яй. Не то. Сейчас. Тут. Ну, так, допустим. Раз. Тут пропустим. Так, чисто. Чтобы вам не мешать. Так, тут тоже я скипну это все. Продолжить. Вот, видите, этот персонаж, который вот создан самой игрой, она почему-то черный персонаж. Почему-то, не знаю почему. Тут, допустим, бокс. Это уже режим карьеры включается. Я его сейчас скипну. Вот, видите, там персонаж зеленый. Либо зеленый, разноцветный. Смотри, черный. Так, ладно, это скипнем. Это режим карьеры, если что. Это скипнем. Так, это скипаем. Теперь вообще золотой персонаж. Ладно. Скипаем, заходим в бой. Выбираем этот режим. Так. Вот, видите, сами персонажи, которые уже сделанные, грубо говоря, они выглядят хорошо. Шефкат, Бернс, Лысый. Они вот все идеально сделаны. Вот. Кат. Тут они все хорошо сделаны. Так, заставка фризит, да. Заставка она такая не плавно идет. Так. Проверим, сколько у нас FPS. Чтобы проверить, это Ctrl F10. Нажимаем. Выходит такая меню разработчика. И вот сейчас 48 FPS. Так. Видите, игра нормально идет. Оп. Опа, она. Все нормально. 50 FPS, 40, 50 FPS нормально. Также можно еще лозы скейлинг включить. Сейчас лозы скейлинг покажу, как запускается. Так. Лозы скейлинг. Он у меня установлен через Steam, но оставлю сайт, который с этими файлами. Там уже будет, грубо говоря, вы можете установить без Steam лозы скейлинг. И вот вы делаете вот такие настройки, скопируете. И Scale Hotkey, там Alt-P, короче, любую сочетание клавиш выбираете. Вот. Тут пропустить. И вот Alt-P. Хоп, у нас уже 90 кадров. Уже плавненько. Можно в это играть. Вот. Все на русском. Вот. Так, что еще хочу показать? Так, закрыть. Все, закрываем. Убедились все, что игра работает. Если вы до этого шаманили с игрой, только находитесь на этапе установки,
и вы что-то шаманили, что-то настраивали, и у вас старая версия не спускается, вот этого 0.7. Например, вы нажимаете на старую версию, и у вас запускается только вот эта консоль, то вам нужно будет... Так, ой, чуть запись не отключил. Так, то вам нужно будет зайти в локальный диск пользователя, в апдату, роуминг, и SHA-4, PS4 удалить. Если вы до этого шаманили с вот этой настройкой, установкой, и у вас ничего не получилось, то вам это нужно будет удалить. А потом заново зайти вот в эту старую версию и уже распаковывать игру. Вот.